Тогда как до выставки в Японии и глобального анонса остается все меньше времени, в игре, тем не менее, продолжает обновляться и даже появляться некоторый контент. Но, к сожалению, для нас с вами наступает именно тот самый момент межсезонья, когда контента соответствующего немного, его и так-то в обычные дни не сказать, что прям дофига и больше, а сейчас так и вовсе сгулькин нос. Поэтому в сегодняшнем ролике предлагаю поговорить не столько о контенте, который появился в игре сегодня, сколько о контенте, который появится в ближайшие дни. И поверьте мне, поговорить там есть о чем. К слову, если вам необходимо пополнить ваш баланс монеточек в eFootball Mobile или в любой другой мобильной игре, то вам на PlayRock. Ведь на их сайте собраны одни из самых выгоднейших предложений на рынке. А также вы всегда можете предложить свои товары и услуги. А если вы обладатель такой платформы, как ПК, и играете в Steam, и вам необходимо пополнить его баланс, то это также можно сделать на PlayRock с наименьшей комиссией на рынке. Приобрести монеты и все остальное на их сайте вы можете в пару кликов, и что самое главное, безопасно. А учитывая, что PlayRock также любит проводить розыгрыши, в их официальном ТГ-канале проходит один из таких, в котором можно выиграть iPhone 16 за подписку на ТГ-канал. Все это и не только вы сможете найти по ссылке в описании и в закрепленном комментарии. Ну так, о чем это я? Точно. Konami не могли пройти мимо результатов клубного чемпионата мира, и по итогам финала, да и в целом, наверное, самого турнира выкатили отдельный шоутаймовский бигтаймовский пак. Я так понимаю, что это последний подобный набор, учитывая, что мы уже перестали подводить итоги сезона, все итоги подведены, и поэтому, опять же, нас ждет межсезонный безинтересный контент, а именно повторяющиеся паки команды недели, но об этом чуть позже. Касаемо же донатного Big Time Showtime пака, то в нем появились, как-то ни странно, Коул Палмер, Жуао Педро и Маркиньос. Учитывая, что все актуальные турниры все-таки наконец-таки подошли к концу, это касается и клубного ЧМ, соответственно, команды недели больше не имеет смысла выпускать, потому что нечего и некого выделять. Поэтому уже начиная с сегодняшнего дня мы наблюдаем повторные карточки, которые были на протяжении сезона. Ну и по сути все, это более-менее осязаемый контент, который мы получили на сегодня. Давайте же поговорим про то, что нас ожидает в ближайшие дни, и начнем с эпического пака, который является подарочным и на который у нас будет селективный контракт. Да, тот самый пак с Рикардо Кака. Несмотря на то, что мы ожидали объявления всех оставшихся 4 футболистов, но по итогу объявили только 2, и с учетом Рикардо Кака мы знаем только 3 новых эпических футболистов. Помимо КК, из числа новых моделек, из числа новых карточек, которые не фигурировали в донатных наборах, появится Икер Касильес за сборную Испании и Карлес Пуйоль, также за сборную Испании. Точно так же, как у КК и Касильеса и у Пуйоля рейтинги достигают 97 пунктов, без учета сыгранности с тренером и без учета второго буста. Но мы все с вами понимаем, что, скорее всего, потолком для этих карточек будет рейтинг в 102 пункта. Потому что сами изначальные рейтинги не сказать, что высокие. Поэтому, скорее, здесь роль не про то, чтобы прям конкретно усилить ваш состав, сколько заиметь модельку, которая отличается от условных игроков из команды недели, которая по рейтингу, возможно, и больше, чем эти карточки, но моделька у них не такая интересная, как у легендарных футболистов. Также стал известен эпический пак на понедельник, нас ожидают полузащитники, и причем полузащитники очень даже привлекательные на первый взгляд. Это Патрик Вейра, это Эдгар Давидс и Мишель Платини. Все те, кто ждали клубную версию Патрика Вейра, могут обрадоваться и тут же разочароваться, потому что стиль у него от штрафной до штрафной. Поэтому если кто-то будет забирать эту версию, то наверняка придется накидывать указания на защиту, чтобы лишний раз Патрик Вейра не бегал туда-сюда. И не менее интересное пополнение в базе данных — это Гаррет Белл и Уэйн Руни, о которых мы говорили в одном из предыдущих роликов. И если в прошлый раз они успели появиться в базе только в качестве изображений для будущих карточек, мы не имели их изначальных цифр, не знали, какой у них будет стиль, какой у них будет потолок, то уже сегодня об этом стало известно чуточку побольше. К сожалению, все цифры уровней для Гаррета Белла нам неизвестны, зато известны его изначальные цифры и проставленная позиция с проставленным стилем. Ведь в отличие от своего бигтаймовского релиза, карточка Бейла за сборную Уэльса получит позицию центрального нападающего со стилем охотник за голами. Да, вы все правильно поняли, Гаррет Бейл в качестве центрального нападающего. Это, конечно, немножко удивляет и даже ставит в ступор, но если иной раз посмотреть на то, как пользователи юзали бигтаймовскую карточку Бейла, которая как бы являлась фланговым нападающим, то, в принципе, здесь все встает на свои места.
То есть мало того, что Гаррет Бейл сам по себе играл наконечника на чемпионате Европы, так и большинство с его бигтаймовской карточкой также наигрывали его в качестве центрального нападающего, только без стиля. И как раз таки для таких вот пользователей, которым зашел Гаррет Бейл на острие атаки, подобная карточка может стать спасением, потому что моделька у него действительно хорошая, он относительно высокий, то есть не дылда 190, но 185 тоже хорошо. У него есть устойчивость, у него есть скорость, у него есть дриблинг, достаточно сбалансированный нападающий получается, и поэтому на такой кадр очень даже будет интересно взглянуть. Да твою ж мать! И конечно же, чтобы сделать карточку привлекательной для каких-нибудь там школьников, которые угорают по пикирующему соколу, конечно же, центральному нападающему мы накинем такой стиль. Не фланговому нападающему, который выходил полгода назад. Нет, мы накинем пикирующего сокола именно центральному нападающему. Только вдумайтесь в этот сюр. Будучи фланговым нападающим, бигтаймовской карточке дали скоординированные удары, тогда как версия от сборной, будучи центральным нападающим, получает пикирующего сокола. Ну просто здорово. Иногда я просто не понимаю логику Konami, ну правда. Такое ощущение, как будто бы какие-то мысли им приходят намного позже. То есть они вот выпустили бигтаймовскую карточку, а потом думают, блин, наверное, надо было пикирующего сокола запихнуть. Ну ладно, накинем ему, будучи центральным нападающим, этот навык. И так и порешали. Но Гаррет Бейл это не единственный футболист, который вызывает вопросы, потому что в базе данных появился также и Уэйн Руни, и более того, помимо изначальных его цифр, также стали известны его уровни прокачки. К сожалению, нам неизвестно, какой именно у него будет буст, поэтому цифры не совсем полноценные, но даже так картина вырисовывается, в принципе, понятная. Уэйн Руни будет представлен в качестве оттянутого форварда со стилем атакующий полузащитник. Но это еще не все. При 32 уровнях прокачки и совместимости с тренером, без учета бустов, правда, но тем не менее, его основной рейтинг достигает 100 пунктов. Я не знаю, может быть это какая-то ошибка, может быть просто что-то не так датамайнеры накопали. И на eFootball Hub также поспешили проставить эти цифры, но это прям совсем ни в какие рамки не лезет. И ведь до конца непонятно, неужели они и вправду собираются пихать вот такую карточку в донатный пак? Или же новую модельку далеко не последнего футболиста, который дебютирует в качестве эпика. Неужели они засунут его в бесплатный эпический пак? Может быть, на момент монтажа этого ролика ситуация отчасти прояснится, но на момент записи видео я все больше и больше задаюсь вопросами. Чем больше я начинаю всматриваться в эту картину, тем больше вопросов она у меня вызывает. В общем-то, за несколько дней до важного анонса, который мы все с вами ждем, Konami накинули немало других поводов для различных обсуждений, дискуссий, поэтому приглашаю вас в комментарии под этим роликом, чтобы вы поделились своими рассуждениями насчет новых карточек, как вы думаете, что будет с Уэйном Руни, появится ли он как донатный игрок или как игрок бесплатный, какой основной рейтинг ожидаете у эпического Гаррета Бейла и кого также ожидаете в эпическом паке с Касилиасом, Пуйолем и Рикардо Кака. Также не забывайте поддерживать это видео своими большими пальцами вверх, подписывайтесь на канал с колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Ну а у меня же на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем приятной игры и до скорых встреч.